Ой, ты что, приболел? Нет, это не коронавирус, просто кашель. 2 недели лежать пластом и не знать, сделаешь ли ты следующий вдох самостоятельно, это очень страшно. Как такового карантина у нас нет. Короче, чем восточнее, тем хуёвее. Сколько суицидов будет среди молодого и работоспособного населения, когда им станет нечего есть, и у них начнут ломаться судьбы. Практически во всех японских супермаркетах сделали очень большие скидки на рис. Моя подруга сегодня была в магазине и купила мне целую пачку туалетной бумаги. Это наши аплодисменты в честь врачей, в честь их работы. Всем привет! Меня зовут Лена, мне 36 лет. Я живу в Ницце, я по профессии сейчас копирайтер, автор текстов. У меня 3 детей и муж, с которым мы находимся в состоянии развода. Вся эта история с карантином началась для нас 17 марта, когда президент объявил в стране военное положение. До этого мы слышали об этом, знали об этом, не хотели в это верить, находили кучу отговорок, кучу разных оправданий, отмазок. Несмотря на то, что в соседней Италии уже разворачивались очень драматичные события, в Ницце проходил ежегодный карнавал, в котором принимало участие очень много людей. И зрителей было просто неимоверное количество, как из Франции, так и из соседних стран. Crédit, facture, loyer. Pour le moment, les autorités locales En restent France, plus de tolérantes. 3 semaines après le début du confinement dû à la pandémie de Covid-19, le nombre total de décès a franchi le seuil des 10 000 victimes, dont près de 4 000 dans des établissements hospitaliers pour personnes. Это мой старший сын Саша, ему 9 лет. Санек, в школу охота? Не надо. Почему? Потому что уроки дома хуже, чем в школе. Хорошо. Я тоже так считаю, Санек. Я очень скучаю по твоей школе. Он мальчик очень добрый, очень уживчивый, очень заботливый. Он заботится о своих младших братьях и вообще за старшего у нас. Это Миша. Это мой средний сын. Ему 3 года. Он своенравный, артистичный. Кто пальцы в рот сует. Мишань, Мишань. Нравится дома сидеть? Почему? Потому что урок. Это патрули. Это младший Ромка. Ему всего лишь годик. Он очень добрый парень, спокойный и любит весь мир. Да, Роман? Ромка, привет. Да, привет. Скажи привет. Это Антон. Почти бывший муж. На время карантина мы заключили пакт о ненападении, потому что у нас дети, и в конце концов карантин сближает. Небольшой тур по квартире. Сюда мы переехали буквально за неделю до карантина. Не успели сделать ни ремонта, ни мебель купить, ничего. Здесь у нас вечная тусовка и бардак. Но мы уже любим эту квартиру. Хоп. Это спальня и балкон. Для нашей семьи коронавирус начался с того, что заболели наши дети. И заболели они все в один день. Принесли из школы старшие мальчики. Для них это прошло легко. Это была там 3-дневная температура, непонятная, сильная головная боль. Ну и, в общем-то, все. Ну, покашляли еще 2 дня чуть-чуть. Даже, несмотря на то, что средний сын у меня астматик, он перенес это прямо очень легко. Тогда я думала, ну, ОРВИ какое-то стрёмное. Ровно до тех пор, пока не заболела, ровно через 2 недели не заболела я. Я болела тяжело. И я болела очень легко и беспроблемно по меркам тех, кто в реанимации. Поверьте мне,
2 недели лежать пластом и стонать от боли, и не знать, сделаешь ли ты следующий вдох самостоятельно, это очень страшно. Мы пошли в магазин, но обходными путями, потому что на главных улицах много полицейских, и они проверяют, когда и во сколько мы вышли из дома. Так как мы можем выходить из дома только на час в сутки, мы стараемся, чтобы нас не проверили, чтобы с детьми вечером пойти погулять уже, не боясь, что нас проверят. По дороге мы решили зайти в русский магазин, купить каких-то таких вещей, которых во Франции нет, типа пряников, сушек. Таких магазинов в Ницце очень много, потому что очень много русских, и поэтому продукты такие русские продаются даже в супермаркетах, но не все. Ряженка. Конфеты. Подожди. Вот Тоша пришел за Ролтоном. Он жить во Франции, питаться Ролтоном, это мовитон. Это жена потому что не готовит. И не будет, и не будет. Мне можно тебе теперь не готовить. Выход из дома. Каждый наш выход из дома теперь должен сопровождаться специальным документом, где прописано, кто мы, где живем, с какой целью вышли. Цель нужно выбрать из предлагаемых, и если наша цель не совпадает ни с одним пунктом в этом документе, из дома мы выйти права не имеем. Мы тоже думали, что это, ладно, бумажка и бумажка, Франция славится бюрократией, до тех пор, пока нас не начали штрафовать. Это Жан-Медсан, одна из самых оживленных улиц в Ницце. Люди тут есть, но очень мало. Трамвай обычно ходит каждые 2-3 минуты, но, как видите. Это пляс Массена. Самая популярная в Ницце площадь. Обычно плитку не видно за ногами людей, которые по ней ходят. Сейчас тут пусто. Такой пустой площади я не видела еще никогда. Вот там через дорогу парк, он тоже закрыт, обнесен забором. И вообще в городе стоит какая-то невероятная тишина. Невероятная. Вот тут девочки спортом занимались, это можно, это разрешается. Вот тоже гуляю с детьми, это тоже разрешается, час в сутки. Очень грустно смотреть на всегда многолюдную, всегда жизнерадостную Ниццу. Меня зовут Нут. Меня зовут Николя. А это Марчелло, Марко. Вы не видите его лица, но вы увидите его потом, потому что он очень вредный. Если так пойдет дальше, то свое 11-летие он проведет в полной изоляции. Одеваться приходится в одиночестве, охуевая от собственной красоты. Вот это все построил. А заказ был изначально сделать башни типа делового центра в Москве и соединить их дорогой. Правда, деталей, по словам Марчелло, не хватило, чтобы построить еще одну башню. Но я вижу кучу деталей. Тем более это больше похоже на... По-моему, ты просто ленишься. Это больше похоже на американские горки. Я еще не достроила, во-первых, все. Да, поэтому ты смотришь каналы тупые. Вот. Это называется работа.
происходит. Над какой сценой ты работаешь сейчас? Над сценой 14. 12. Сцена во дворце. Я не очень понимаю, на самом деле, людей, которые как-то переживают. Я вот в новостях тоже читаю много о том, что дают советы, как не сойти с ума от скуки во время вынужденного, значит, вот этого карантина и прочее. Я всю дорогу воспринимал работу как некий необходимость прерывать занятия, которыми заниматься приятно, и можно заниматься ими сколь угодно долго. Как-то съемка своего кино или там на своих инструментах музыкальных. Николаевич снимал всякую говнину, зарабатывал кучу денег. Мама, это чересчур сказано. А теперь мы занимаемся тем, за что мы готовы подписаться. Малышка, привет, мама! Впереди целая жизнь. Лунное затмение пройдет, закончится течка, и ты его забудешь. Малышка, привет, мама! Внутри сердце посмотрит. Мы находимся здесь... Именно так. Не буду удалять, они отрежут. Всем привет! Нас зовут Юлия и Миша, и мы находимся на самоизоляции в городе Ростов-на-Дону. Вообще сами мы... Зачем ты это делаешь? Всем привет! Нас зовут Юлия и Миша. Добрый И день. мы находимся на самоизоляции в городе Ростов-на-Дону. Еще с нами здесь вот такой большой человек. Это наш сын, его зовут Адриан. И он самоизолируется вместе с нами. Вообще, мне кажется, что ростовчане в силу, наверное, южной ментальности или тепла за окном, к слову, почти 20 градусов. Там очень тепло, яркое солнце светит каждый день, и сидеть в такую погоду дома, честно, тяжело. Но многие не сидят. Мы смотрим в местных новостях, что люди отправляются на шашлыки. Сейчас их стали штрафовать. В Ростовской области 50 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса. Сейчас под медицинским наблюдением находится 1148 человек, сообщают в региональном правительстве. В Ростовской области под медицинским наблюдением сейчас находится 4000 человек. Как это вообще происходит, как это обеспечено? Немного больше. Это 4359. Вот. Но при этом с балкона я сейчас вижу, что количество пешеходов уменьшилось. Но автомобильный трафик нет, машин очень много. В целом, в общем, ситуация в городе довольно спокойная. Люди к этому, конечно, есть бессознательно относящиеся к этому, к этой проблеме, да, пандемии. Есть люди, которые сидят дома, реально. И им большое спасибо. Кстати, здесь в аптеках до сих пор в свободной продаже в большом количестве продаются антисептики. Вот Миша на днях купил. Не только это. Хлорогексидин тоже есть, перекись водорода, никаких проблем вот аналогичных с тем, что происходит в Москве, здесь нет. Согласна, здесь нет такой паники и ажиотажа. Но единственное, что здесь, в отличие от Москвы, здесь в аптеках раскупили парацетамол.
теперь так и гуляем. Ну, что делать? Хорошо, что в этой квартире есть балкон. Открытый, большой и с прекрасным видом. Иначе не знаю, как бы мы сидели в 4 стенах. Адриан, а что за сапоги на тебе? Это как называется? Миш, это как называется? Ну, я сказал, на сушилке носки за тебя взял. Тебя ничего не смутило? Нет. Это же мужские носки. Мужские. У нас, значит, обед с мужем. У меня с мужем обед. А где же мой муж? Ты можешь мне это переживать в каше, чтобы я из трубки высосал? Мне не могу отвлекаться от работы. Мне нужны обе руки для того, чтобы работать. Я могу позвать тебе помощника по этому делу. Чтоб переживал? Он измельчит тебе. А помощник у нас он здесь. Отвечает Александр Друзь. Мне кажется, он в легком шоке. День прошел в работе. Сегодня нас перевели на сокращенный рабочий день. Он сократился? Работает мы до 15:45. И зарплату убрали на 30%. Вовочка, привет. Что, анекдот? Мне кажется, после карантина будет тяжело семьям с детьми привыкать к тому, что снова отцы уйдут на работу. Кому-то наоборот будет. Это, наверное, мечталка такая, какой-то алкашка. Что, кто я? Окей, ну не все же семьи благополучные, как мне кажется. Много семей, которые распадут. Но я согласна, что будет определенное количество разводов. Не как и пишут все, что после карантина увеличится рождаемость и разводы. Привет всем, Конбанва. Меня зовут Наташа Ишихара. Мы живем в Японии, в Токио. Как такового карантина или же самоизоляции, или как здесь принято везде говорить локдаун, у нас нет. Здесь, понимаете, еще в чем дело. Японцы трудоголики. Я очень люблю всегда говорить своим гостям. Я работаю в туристическом бизнесе. У нас сейчас уже своя зарегистрированная компания. Я всегда говорю такую фразу, что мы русские, у нас все-таки, наверное, мы работаем, чтобы жить. А вот у японцев наоборот, они живут, чтобы работать. И вы знаете, мне кажется, даже если объявят какую-то супер ситуацию, дабл чрезвычайно, они все равно будут ходить на работу. Да, многие корпорации включились в эту гражданскую ответственность и сделали полдня рабочих, полдня нерабочих. То есть рабочий состав совсем отдыхает, но менеджерский состав корпорации обязан ходить на работу. Школы, конечно, ясли и садики закрыты, но да, детские сады закрыты тоже, но для матерей-одиночек, вот буквально недавно звонила моя подруга, рассказывала о том, что водит свою дочку в сад, и он открыт постоянно. То есть эти такие вот садики не закрылись. Доброе утро, Токио, Япония. Вот такой вид у нас на Олимпийскую деревню, которую построили к Олимпиаде 2020, которая состоится в июле этого года, но перенесли ее на год. Ну, как вы видите, совсем мало, конечно, людей, кто работает, потому что все-таки, хоть и полумеры, но карантин существует. Практически никого нет. В
школах тоже никого нет, вот прям видно с балкона. Средняя школа, детская, средняя, начальная, там совместно, видите, детишек никого тоже нет. Обычно очень шумно, очень весело, здесь слышно с балкона. Ну и вот лишь некоторые индивидуумы, которые играют в теннис. Вот такой Токио на полукарантине, скажем так. Вот супермаркет возле нашего дома. Вот, ну, в общем-то, честно скажу, мало что изменилось. Единственное, что теперь все подходят и вот руки протирают. Антисептики стоят возле входа в каждый супермаркет. Ну, в общем-то, здесь и раньше так было. Ну и, конечно, все в масках. Опять же, повторюсь, здесь и раньше так было. Ну, а на полках, в общем-то, в магазине есть все. Практически во всех японских супермаркетах сделали очень большие скидки на рис. Вот в такой период стараются даже снизить цены для того, чтобы можно было приобрести, так как многие сейчас не работают. Видите, расценки на рис довольно-таки снижены. Везде распродажа, сейл. Да, конечно. Указ правительства. У нас даже по новостям губернатор, премьер-министр, все выступают, все в масках. Японцы ходят в масках по улицам. This is Shibuya, right in the heart of Tokyo, one of the busiest intersections in the world. から最近親書が送られたと話しました。しかし北朝鮮はこれを否定する談話を出しました。Can't be forced to stay home under mandatory lockdowns like what we've seen by governments in China. Все японцы и всегда в хорошие времена они все равно носили маски, они все равно под несколько раз в день моют руки, они все равно моются сами по себе несколько раз в день, сента, ансены всегда работают, то есть обвинить вообще японцев в нечистоплотности нельзя. Может быть, еще и поэтому такие лояльные вот меры правительство пока держит. Сегодня суббота. Людей на улицах, в общем-то, как и обычно. Не могу сказать, что, ну, конечно, меньше, может быть, чем обычно немножко, но не настолько. Вот и машины едут, и все ходят, прогуливаются, магазины работают, и рестораны тоже. Ну, еще я даже смотрю, вон и туристы ходят. Да. Ох, какая красавица! Идет по улицам Токио. Не на карантине. Латте, привет. Как ты в период самоизоляции, карантина? Нормально? Все хорошо у тебя? Как ты воспринимаешь ситуацию? Что происходит? Ну, также ты, например, воруешь банки. Все нормально. Кто точно не изменяет своим привычкам в период карантина и вообще самоизоляции, или кто как не проявлял гражданскую ответственность, так и не проявляет, это наша собака. Латте, этого нельзя делать. No, нельзя этого делать. Даме. Кафешки, рестораны, все открыто. Вот вам, пожалуйста, и Якинику открыт. Очень много кафе, ресторанов открыто. Все-таки не могу сказать, что слишком уменьшился поток. Ну, конечно, уменьшился, но не так, как, наверное, ожидает правительство.
Всем привет! Меня зовут Аня, я из города Денвер. 12 дней назад я получила, и все жители города получили оповещение на телефон о том, что наш город закрывают на карантин. О том, что не будет работать ни библиотека, ни спортзал, ничего, ни бассейны, ни рестораны, кроме как продовольственные магазины. И теперь возможно только гулять с собакой, либо по трейлам, либо ходить за покупками. Больше ничего не работает. 2 дня назад пришло второе оповещение о том, что срок карантина продляется с 17 по 30 апреля. То есть еще месяц находиться дома. Еще месяц ничего не будет работать. Это, конечно, очень печально. Начинаем убираться. Я хотела с вами поделиться прекрасной, радостной новостью. Моя подруга сегодня была в магазине и купила мне целую пачку туалетной бумаги, потому что в магазинах ее сейчас не найти уже недели 2. Все появилось, мясо, остальные продукты, кроме муки, потому что скоро Пасха, муки еще нет. И нет туалетной бумаги нигде. Поэтому она сегодня позвонила мне и сказала, что она была, видела ее и купила мне целую пачку. Мы сейчас поедем ее забирать. Но что интересно, подруга не хочет со мной встречаться, избегая инфекций, и она оставила ее у себя на крыльце. Поэтому вот сейчас заберем ее и будем наслаждаться жизнью. Как жаль, что ни с кем нельзя пообщаться сейчас. Вот она лежит, посмотрите. Йо-хо! Целая пачка. Настя, спасибо. Ой, такая тяжелая. Хай! Никого народа нету. Пустая парковка. Это магазин, где продается все для дома. И здесь объявление. Я сейчас вам покажу. Что нельзя ничего сейчас, нет возврата в это время, и продажи только онлайн и по телефону. Если вы больны, пожалуйста, не приходите в магазин. И при каждом очень мало людей. И находятся перчатки, каждые перчатки. И такие надписи тоже, без сейф. Мы находимся в таком магазине, где раньше все было, продавались продукты на развес. В таких бочках лежали разные продукты, например, кашу, овес, и продавали. Сейчас ничего нет. И более того, если даже есть сейчас, то все оно уже упаковано. Видите, а раньше все это было, надо было лопаточку брать и доставать. Сейчас все в пакетиках лежит. Все расфасовано. И там, где продаются витамины, в данный момент, где витамин С, все разобрано, видите? Вот здесь стоял витамин С. Что-то осталось. Но определенная фирма уже нет. Смотрите, кому мы нашли. Вон их сколько, 4, 5, смотрите. Вообще класс. Я думала, они больше. Что руки? Это они? Вот это да. Они настоящие. Коронавирус диктует новые реалии. И, глядя на эти кадры, можно сказать, природа берет свое. Города пустуют, и хозяевами себя почувствовали дикие животные. Это Барселона. Из лесов стали выходить кабаны. По ночам они подкапывают кустарники в городских парках и рядом с обочинами дорог. А авторы ролика, снятого в покинутой туристами в Венеции, впервые за долгие годы увидели дельфинов. Они заплывают в каналы, вода в которых стала чистой. Japan's famous Nara Park deer, usually fed by tourists, have started wandering into town to search for their next meal. Сотни голодных обезьян выбежали на проезжую часть и устроили настоящую бойню за пачку печенья. Хотела представить вам мою подругу Настю. Слушайте, а вы слышите наушники, если я в наушнике говорю, нет? Я не знаю, я хочу тебя приближаться.
Драться не буду, 2 метра. 2 метра держимся. Мы с ней. Вот у нас такой хороший здесь трейл, мы можем бегать. Как правило, народа очень мало, но если они есть, мы все расходимся по разным сторонам, как я сказала. Вот. Настя, расскажи, пожалуйста, про кубики бульонные. Ну вот, началась паника на Фейсбуке. Говорят, бежим, закупаемся бульонными, кубиками, макаронами. Короче, что-то попадется еще на полках. Прикормила я домой огромную банку бульонных кубиков. Короче, шлите рецепты. Да, если будет совсем плохо, то мы знаем, у кого они есть. Ну да. Не умрем с голода. Да. Буду раздавать по соседству. Смотрит кино, жрет конфеты. Сегодня ты будешь смотреть фильм, рекомендованный к просмотру для твоего развития успешного. Вот. И кроме того, ты напишешь эссе после фильма о том, о чем этот фильм был. Когда пойдем? Куда мы пойдем, Марко? Куда мы, пойдем? Когда карантин, комендантский час, и ходить можно только в морг, в аптеку или в магазин продуктовый. А в худшем случае в госпиталь. Ну, да. Происходит прием чеснока. Марк находится на семейном обучении уже больше года. Мы все время путешествуем, живем в разных странах и за границей, проводим большую часть нашего времени. И вот в России мы год сейчас почти. И мы привыкли к тому, что у нас все необычно, и карантин нам особо не напрягает, в общем. Единственное, что мы не можем выступать, потому что обычно мы выступали бы, когда была такая возможность. Из новостей сегодня звонили из продюсерского агентства. Менеджеры в музыкальном бизнесе. По моей заявке я увидела рекламу в Инстаграме, некое агентство. Через 2 дня вот они перезвонили. И мы поговорили, договорились, что встретимся в их офисе, когда закончится карантин, на предмет раскрутки нашего музыкального проекта. Ты хотела быть Ну, конечно, уже понятно, что с панками и хиппи они в основном дело не привыкли иметь, потому что сразу речь идет о том, что запись одной песни стоит от 120 до 160 тысяч рублей. И над одной песней, над записью одной песни студийной будет работать 20 человек. Сочинение на тему фильма «Мэри Поппинс». Садись. Значит, Мэри Поппинс. Поппинс с большой буквы, фамилия. Появляется, понял на это, что делает во время очень сильного ветра.
папа с маленькой буквы. Мама и папа с маленькой буквы. Няня. Это все с маленькой буквы. Все время уходит и оставляет семью. Семья с маленькой буквы тоже. Хотя я не вижу большой беды, чтобы он писал мама, папа и семья с большой буквы. Почему-то некоторые пишут король и королева с большой буквы. Например, в английском языке почему-то дни недели пишут и все имена месяцев с большой буквы. Так это правильно. А почему мама и папа не с большой буквы и слово семья? Не вижу в этом проблем. Но потом все уладилось, точка, конец. Ну, в общем, у меня больше всего грамотность неплохая. Пунктуация, хрен бы с ней, ничего страшного. А что такое пунктуация? Очень мило. Это запятые. Но мне не нравится, как ты строишь мысли. Я люблю смотреть YouTube, тупые каналы. Какие тупые каналы? Про игры. Какие игры? Какие? Ну, Roblox, Майнкрафт. Потом мама мне их запрещает. А еще я мою посуду каждый день. За деньги. Да, за деньги. Раз в день моет посуду. Идем выбрасывать мусор. И в магазин. Держим дистанцию. Дедуктивным методом могу сказать, что мы не первые, кто выходит сегодня из подъезда. Видны собачьи следы. Все. Марку не выполнил. Говнину свою Сейчас, несмотря на то, что медицина во Франции очень хорошо развита, врачи не приезжают, если вы не умираете. И даже в таком режиме люди иногда не успевают получать медицинскую помощь. Именно поэтому есть две цифры: умершие в госпитале и умершие всего. И это разные цифры. Люди иногда не успевают получать помощь. Наш регион южный, он относительно спокойный в плане коронавируса. Это удивительно, потому что север Италии от нас буквально в часе езды. Я не знаю, с чем это связано, но у нас действительно очень хорошая статистика по заболевшим. Что касается карантина, наконец мы все поняли, для чего мы сидим дома. Мы на примере Франции это поняли. Сидение дома замедляет эту волну. Во Франции эта волна начиналась очень плавно, долго, и здравоохранение успело подготовиться, успело переоборудовать больницы, палаты, подготовиться в плане оборудования. И несмотря на то, что сейчас ситуация во Франции очень сложная, здравоохранение справляется. Именно для этого нужен карантин. И теперь мы все это поняли, теперь мы все сидим дома и знаем зачем. Знаем, для чего все это. Не для того, чтобы не заболели мы все заболеем, мы все переболеем, а некоторые уже переболели. Не знаем, будем ли мы болеть повторно, скорее всего, будем. Потому что все прогнозы врачей говорят о том, что мы будем болеть повторно. Это наши аплодисменты в честь врачей, в честь их работы, в честь нашего уважения их работы. К сожалению, это все, что мы можем сделать для наших врачей. В магазине нет никакой паники, никакой давки, все продукты есть. Это моя продуктовая корзина на неделю. Кому я вру? Дней на 5. Вот. Живем мы сейчас на пособие, которое выделяет государство. Это примерно 1000 евро на 4. Вот. Вообще-то оно больше, но все как обычно во Франции, процесс
оформление всех этих справок очень долгий, а сейчас он еще дольше, поэтому будем жить на 1000 евро в месяц вчетвером. Плюс, конечно, пополам мы с Антоном делим сейчас все расходы. На входе в магазин и в самом магазине стоит охрана. Не разрешают заходить вдвоем в магазин, только по одному, поэтому Антон остался около входа. Конечно, уже поговорил со всеми прохожими. Иду. Вот Антон наговорился и требует идти домой. Ты со всеми поговорил, Антон, кто проходил мимо? У всех телефоны уже взял? Всем дал. Всем дал? Просили или так впихивал? А тому я дала. Балабол. Впереди синие лампочки. Это под мостом кварц, чтобы обеззараживать. В трамвае, кстати, такие лампочки тоже, но это не только на время карантина, это всегда. Доставка продуктов из магазинов. Ну, если сейчас заказать продукты приедут в мае. Только в мае. Потому что все доставки перегружены. Поэтому очень много работает волонтеров, которые оставляют номера телефонов, просят записываться людей, которые могут работать волонтерами. То есть это меньше 40 лет, желательно бессемейные, потому что, чтобы не подвергать риску никого. Они ходят за продуктами для пожилых людей, они гуляют с собаками, они помогают сидеть с детьми. Если люди вынуждены ходить на работу, на кассах в магазине, я не знаю, с чем это связано, но это так, сейчас сидят только молодые люди, ну не в смысле парни, а в смысле парни и девушки. И, насколько я поняла, они все бессемейные. Но разговоры в очереди о том, какое вино выбрать, чтобы оно наиболее точно подходило к созерцанию заката. Никто и ничто не заставит французов отказаться от наслаждения жизнью. Проверка документов. И, скорее всего, этот магазинчик на углу, который был открыт, тоже закроют. Не просто так много полицейских рядом с ним. Ну и по случаю проверяют документы у всех, кто рядом идет. Жаль, конечно. Антон мне сказал, что это полицейские, которые управляют дроном. То есть им... Я сделала. Видишь, у меня джойстик и планшет вверх. Да, слушай, правда. Чтобы им по территории не мотаться, они просто включили пульт и смотрят сверху. За что я люблю французские окна? За широкие подоконники. Это не балкон, это обычное окно. А это Антон, который поругался сегодня с пивом. Как говорится, шел 15-й день карантина, Антон разругался с бутылкой пива. Потому что он покупает 2 бутылки, одну стабильно не допивает и сильно расстраивается, что ее приходится выбрасывать. Так как Антон курит, а у нас никто не курит, ему приходится жить за окном, как воробушка. Главное не забыться и не закрыть его там как бы надолго. Потому что окна достаточно опасные для детей, приходится их запирать. Вот 2 раза я уже Антона там случайно или не случайно закрыла. Бедолажный, специально ведь делает. Мы сегодня узнали, что все поезда Париж-Ницца, Ницца-Париж отменены до конца июня. Это значит, что карантин будет дольше, чем мы думали, что, конечно, печально. Но понятно. Понятно, что никакой 2-недельный, 3-недельный карантин не принесет результат, на который мы все рассчитываем. Но что это будет конец июня, это оказалось очень неприятным сюрпризом. Всем добрый день. Тинтяо, как говорят вьетнамцы. Меня зовут Яна. Мне 30 с небольшим. И в данное время с моей семьей мы зимуем во Вьетнаме, недалеко от курортной зоны Начанг. Чего молчишь? Меня зовут Максим, мне 30 с большим. Я Сами Давид, мне 7 лет. Я люблю Майнкрафт,
Бравл Старс, Роблокс, плавать. И что? Меня зовут София Альбина, я девочка-хакер, занимаюсь программированием. Люблю рисовать, петь и играть в Бравл Старс. Мы семья Голубковых! Как начинается наше утро на карантине? Ой, спалили. Доброе утро. Доброе. Что случилось? Почему София Альбина? Сломала мне ногу мою. Ногу от куклы? Ага. Сэми, Давид. Что? Ты знаешь, мне раньше братик ломал голову от Барби. Ох, я до сих пор простить этого ему не могу. София Альвин, простишь? Нет. Куда? Куда? Так, иду. Это я здесь иногда убираюсь. Что там происходит у тебя? Да. Боже мой, какое счастье. Как ты ощущаешь себя на карантине? Мне кажется, мы с тобой немножечко похудели. Почему молчишь? Тебе просто кажется. Такое в истории впервые. Закрыт пляж. Дня нашего любимого и лучшего папы, самого прекрасного моего супруга, день рождения. Максим, с днем рождения. Интересно, динамично, энергозатратно. Так что сейчас сделайте глубокий вдох-выдох. Наберитесь сил. Первые 5 секунд дальше вы будете вместе. Так, это уже 8-й дубль. Строят на границе. Строит туризм. Пойдет к чертям. Не годится ездить в Ниццу. Так сказал Омар Хайям. А на нашей с тобой даче тут бани у реки. Мужики там чисто мачи уже жарят шашлыки. Я хочу на дачу не хочу, я сейчас вообще заплачу. Я не хочу на дачу. На дачу не хочу! На дачу не хочу! Как хочу, да. Ты скажи мне, пожалуйста, что сейчас в мире происходит? Коронавирусом уже полмира заболели. А что такое коронавирус? Это болезнь, которую можно спасти только если везучие люди. Только везучих людей? А мы везучие? Дети везучие всегда. Но я же не ребенок. Значит, я не везучая? Нет, и иногда у родителей везучие. Что это у тебя? Это... Ой, ты что, приболел? Нет. Но ты же сказала, что дети счастливые, они спасутся. Нет, это не коронавирус, просто кашель. Так что ты делаешь, скажи, пожалуйста. Что? Делаю экскременты.
Экскремент? Который завтра уже закончится. Ты что, сутки будешь делать свой экскремент? Нет, потому что я его завтра доделаю. На меня что-то прилетело из твоего экскремента. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз, вековой предками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Индийское понимание локдауна вследствие этого ебаного вируса, триебаного, как моде, заставляет своих людей, которые там сотнями тысяч идут пешком, сотни километров, 300-500 километров под палящим солнцем. Сейчас, как мы знаем, скоро будет сезон дождей, сейчас там нестерпимая жара стоит, особенно на юге. Ну, правда, в основном идут на севере, но все равно там достаточно жарко. Мы провели много лет в Индии. Может быть, если Бог пошлет, мы еще туда вернемся. Но воспринимаю я это все как очень близко к сердцу, потому что там тоже наши родные находятся. В общем, это свинство. Вот то, что делает Моди, то, что он оставил людей без работы и не пригнал за своим миллиардом расплодившихся людей, которые беспрепятственно плодятся, как кошки, и относятся к ним так же, как к котятам, вот, которых можно утопить в любой момент, потому что, по сути, десяткам, сотней, тысячи и больше, тысячи меньше, один хер они нарожают еще, потому что они плодятся, как кролики, и относятся к себе же, как к плодящимся кроликам, и позволяют с собой так обращаться, что за ними никакого транспорта не послали, и вот эта огромная лавина людей движется пешком по палящим солнцем, без еды, без денег, без возможности воспользоваться транспортом, специального транспорта, повторяю, за ними не прислали. Это Восток. Это вот та самая Индия, которая заставляла меня материться по 100 раз в день, когда я видела, что вообще перед моими глазами происходило. Это такая страна. Вот. Надеюсь, что Вишна и Кришна и все боги этого миллионного пантеона богов помогут этому миллиарду идиотов разобраться и, наконец, может быть, благодаря этому вирусу понять, что если ты не можешь себе позволить, хотя бы мотоцикл, если у тебя ничего нет, не надо плодиться, как кошки. Если у тебя нет ничего, зачем иметь 5 детей и ехать в ебеня в другой штат, из которого ты, если что, потом будешь идти пешком, без копейки денег, чтобы работать там за 100 рублей в лучшем случае в день. Это жесть вообще. Короче, чем восточнее, тем хуёвее. Никакого коронавируса, кроме старикам и людям с ослабленным иммунитетом, с очень плохим здоровьем, бояться не надо. Это обычный
блин, гриппы, и все это раздуты. Все доктора дуты, и германские, австрийские. И австрийские, и русские, и китайские. И даже все на итальянский. свете. И вот, пожалуйста, материал на 3 языках на сайте какого-то швейцарского. Я у себя публикую. Ну, в общем, иными словами, какая-то странная фигня, которая больше всего похожа на Швеция вообще странный, сильно себя не вводит. странный эксперимент над нашим этим благосостоянием, я не знаю, терпением, и что может выжить, а кто выживет, а кто нет. В конце концов, любой человек, хоть сколько-нибудь разумный и с чувством собственного достоинства старше 70 лет, должен признать, что он в любой момент может окочуриться. Ну, как бы, да, это, к этому надо И быть не готовым. надо мне начинать комментировать, что «а моей маме 85, и она бодра и катается на горных лыжах». Я поздравляю твою маму с этим. Дай ей Бог здоровья, пусть живет 120 лет. Или 300. Да, но из-за этого наебывать мировую экономику, из-за того, что у нас вот взяли в Израиле, изолировали стариков. Не такие, как твоя мама. Да. Ну, в общем, ладно, чего об этом говорить сейчас. Посмотрим, это не сколько важно. суицидов будет среди молодого и работоспособного населения, когда им станет нечего есть, и у них начнут ломаться судьбы. Репетирую. Вот это моя тоже новая песня. То есть она недавно, я закончила ее перевод на испанский язык. На испанском, потому что в испаноговорящих странах, в Южной Америке и в Испании очень большое комьюнити людей, которые любят тоже боди-модификации, и меня там должны понять. Una chica bonita, con su lengua bifida, en sus jeans desgarrados y su rostro lloroso. Hazme reír para todos, deshonor de su madre, destruidas esperanzas, a la fea tonta pequeña. Chica, tú solo querías amor. Chica, tú solo querías amor. Una chica bonita, con su lengua bifida, pelo enmarañado, porque te mutilaste. Una chica bonita, con su lengua bifida, colgada con ganchos, se ríe.